Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о легендарной советской летчице Хиуаз Доспановой. С войны она вернулась инвалидом второй группы, со сросшимися переломами обеих ног. Этот ролик сделан по просьбе постоянного зрителя. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Немцы прозвали их ночными ведьмами. За дерзость, внезапные ночные бомбежки. В кромешной тьме самолеты ПО-2 сбрасывали бомбы на вражескую технику, железнодорожные составы. Маленькая и хрупкая Катя, так звали Хиуаз боевые подруги, рвалась в небо, даже когда с трудом могла ходить из-за полученных тяжелейших травм. Между подругами была договоренность – живыми в плен не сдаваться. Мама родилась в 1922 году в Гурьевской области в селе Ганюшкино. Ее отец был партийным работником, и семья переехала в Уральск, где она окончила школу. Рассказывал сын легендарной летчицы. Уже в 8 классе решила, что будет летать. На нее, как и на тысячи других девчонок и мальчишек, произвели большое впечатление подвиг летчиков-героев СССР, спасших челюскинцев. Беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток Гривозубовой, Осипенко, Росковой. Родители были не против, и она пошла в аэроклуб. Летала на учебных самолетах ПО-2. На них девушки потом совершали боевые действия. Машины легкие, маневренные, из фанеры и металла, с обшивкой из перкаля, плотного полотняного материала. Его использовали при изготовлении палаток. В таком самолете 2 места, для пилота и штурмана. Летали со скоростью 120-130 км в час, на небольшой высоте, и только ночью, так как днем были легкой мишенью для противника. Мечтой девушки было встретиться с Мариной Росковой, знаменитой летчицей. И она поехала поступать в Москву, в военно-воздушную академию Жуковского. Но ей вежливо отказали, и после долгих раздумий Хиуаз Доспанова выбрала профессию врача. Когда началась война, второкурсница Московского мединститута решила идти на фронт. Но райком комсомола направил студентов на строительство линии московского метрополитена. Это было очень тяжелое время. Работали в 2-3 смены. По дороге в общежитие засыпали в трамвае. К осени, когда над Москвой нависла угроза захвата, студентов направили рыть оборонительные сооружения. Когда мама узнала, что формируется женский авиационный полк, да еще под командованием Марины Росковой, она подала заявление. Вспоминает сын летчицы. И вскоре вместе с подругами девушки отправилась в училище под Саратовом. С близкой подругой Раей Ароновой попали на штурманское отделение. Успех выполнения боевого задания во многом зависел от штурмана, точности его расчетов. Маршрут прокладывали на земле, но в небе могло произойти что угодно, поэтому карту района зубрили наизусть. Каждую горку, озеро, шоссейную дорогу и станцию. Учились ориентироваться по звездам. В мае 1942 года единственный в истории СССР женский авиационный полк легких бомбардировщиков перешел под командование старшего лейтенанта Евдокии Бершанской. В шутку прозвали его Дунькин полк. Первым пунктом дислокации летчиц был Краснодон. Расположились в лесу. Самолеты маскировали деревьями, строили землянки. Свой первый боевой вылет Хиуаз запомнила хорошо. Так она писала в своей книге под командованием Росковой. До чего же тесно в маленькой штурманской кабине. Все казалось громадным и неуклюжим, и очень мешало. И парашют за спиной, и противогаз на боку, и пулемет, и осветительная авиационная бомба, которую штурман в нужный момент выбрасывает за борт, чтобы осветить объект. И планшет, и ракетница с ракетами, чтобы подсветить на случай вынужденной посадки. Да еще штурвал управления и переговорная трубка. И я уж не говорю об одежде, о меховом комбинезоне и унтах. Позже кабина пополнилась еще термитными авиабомбами. В первый же вылет стрекоза Катя Пискарева и Хиуаз Доспановой попала под обстрелы зениток, но задание выполнили. Летали, бывало, каждую ночь, по несколько раз. Немцы наступали, и полк почти каждый день менял аэродром. Как-то часть расположилась в колхозных сараях Тамани, где раньше хранили зерно. Мыши не только не давали спать, но и забирались в летную форму. Как неприятно было в полете вдруг ощутить, что где-то за пазухой ворочается и пищит мышь. После первого ранения штурман Доспанова больше месяца пролежала в госпитале. Врачи запрещали ей вставать, а она брала палочку и ковыляла на аэродром. Страшный случай произошел весной 1943 года.
Ночью экипаж Пашкова-Доспанова при заходе на посадку на аэродром столкнулся с другим экипажем – Макогон-Свистунова. Летчица Раиса Аронова в своей книге «Ночные ведьмы» пишет, что очнулась Хиуаз на земле под обломками самолета. Юле Пашковой, тоже полуживой, истекавшей кровью, удалось несколько раз выстрелить. К ним помчалась санитарная машина. Макогон и Свистунова были мертвы. Доспанову и Пашкову доставили в полевой госпиталь. Юля умерла на операционном столе. У Кати тоже не было никаких признаков жизни. Ее положили в мертвецкую рядом с подругой. Потом случайно заметили, что она не покрывается бледностью. Срочно приняли все меры к спасению этой маленькой девушки. Почти девочки. И, о чудо, ее ресницы дрогнули. Она приоткрыла глаза. Несколько ночей и дней врачи боролись за ее жизнь. У Кати началась будто гангрена. Встал вопрос об ампутации ног. Но главный хирург госпиталя сказал: «Нет, не могу я лишить ног эту девочку. Они так пригодятся ей, если она сумеет выжить». И она сумела, буквально воскресла из мертвых. Ее привезли всю закованную в гипс. Через некоторое время рентген показал, что сращение идет неправильно. Ломали гипс, правили кости. Мама не любила рассказывать об этом. Возможно, спасло ее то, что летала она не пристегнутой. Боялась, что при падении самолета или пожаре не сможет выбраться. Вспоминает сын легендарной летчицы. После госпиталя она снова летала. Ей помогали подниматься в самолет и выходить из него. Потом маму назначили начальником связи при штабе. В своих воспоминаниях «Ночные ведьмы» описывают и такой случай. Дело было у границ Германии. В окружении советских войск оказались десятки немецких частей. Девушки узнали, что поблизости в лесу находится немецкая часть. Полку поступило задание задержать немцев, пока подойдут наземные части. Собрав командиров эскадрильев и звеньев, Евдокия Бершанская советовалась, как выполнить задание. Решили сбросить с самолетов немцам листовки, в которых предлагалось сдаваться в плен. Час спустя Бершанская направила 2 звена бомбить лес, но никто не выстрелил в ответ. Немцы вышли из леса с листовками в руках и с белым флагом. Оружие они складывали на окраине села. Все это время самолеты полка кружили над лесом. Как описывают участники этих событий, немцы были поражены, когда узнали, что сдались в плен девчонкам. К вечеру подоспели бойцы из наземной части, которым передали пленных. Нередко летчицам приходило действовать, можно сказать, даже за гранью риска. Один из таких эпизодов произошел летом 1943 года в небе над Моздоком. В пасмурную погоду Хиуаз и Полина Белкина охотились за колонной немецких автомашин у станции Прохладная. Густые облака долго не позволяли навести цель. Снижаться ниже расчетной высоты для метания бомб было опасно. Их разрывы могли повредить самолет. Когда горючее было на исходе, девушки все же рискнули и пролетели над головами немцев, сбросив на них бомбы. Взрывной волной самолет тряхнуло, но они уже успели набрать высоту. Когда вышли из опасной зоны, обнаружили, горючего может не хватить, чтобы перелететь линию фронта. Но им повезло, до аэродрома они дотянули. Только сели, и винт мотора остановился. За храбрость и отвагу Хиуаз Доспанова награждена орденами: Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, Красного Знамени, медалями за оборону Кавказа, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. После войны маму отправили в Алмату на партийные курсы, где она познакомилась с моим отцом Шаку Амировым. Продолжает сын летчицы. Он был по образованию педагогом, окончил Тюменское пехотное училище. В 1948 году они поженились. Мама работала по партийной линии. Из-за контузии она досрочно вышла на пенсию и целиком посвятила себя семье. Отважная летчица ушла из жизни в 2008 году. В честь Хиуаз Доспановой названа улица в Алматы, Ледовый дворец, самолет казахстанской авиакомпании. В парторганизацию полка. Отправляясь в свой первый боевой вылет, прошу принять меня в ряды славной коммунистической партии. Если не вернусь, то считайте меня коммунисткой. Хиуаз Доспанова. Таких людей мы просто не имеем права забывать. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.